Уважаемые зрители, с вами Николаевич. Продолжаем прохождение игры Dragon's Dogma Dark Arisen. Приятного просмотра. В этой серии, как я и обещал, мы должны пойти дальше по острову и встретиться со злобным глазом, открыв наш первый проход. Сейчас мы готовимся опять посмотреть, что же нам принесла наша пешка вновь. В этот раз немного больше, 369 тысяч кристаллов разлома. Ну, на том спасибо. Прошло все же несколько дней. Подарков, конечно, немерено. Явно нравится она нескольким игрокам. Ну и молодец. Навыки у нее прекрасные, выглядит она великолепно, поэтому удивляться здесь нечему. Ну что, Аланка, придется нам с тобой все-таки расстаться. У тебя основная задача добывать кристаллы. А мы двинемся дальше. Вначале по известным нам уже хорошо локациям, а потом мы изменим несколько наш маршрут. If you've the need and the coin, I've the wallaby then. Ничего ли мы не забыли? Все ли мы сделали, чтобы потом не жаловаться на судьбу и говорить: ах ты, боже мой, и это забыли, и то не сделали. Хороши сапоги, хороши. Сапоги, но, увы, дополнительные свойства их нас не устраивают. Начинаем с сундука. Это нам не надо. Так, кто нас встретит в этот раз? В этот раз нам повезло. Не успели возродиться, отрегенить наши локации, и слава богу. Спокойненько пробегаем мимо. Химера, бай-бай. Мы дальше. Она пыталась подарить нам круг смерти, но мы, невзирая на это, бежим дальше. Здесь, как вы знаете, нас летучая встреча. Да, судя по всему, здесь адские гончие. Вон они бегают. Нам вот уже в эту дверь. Опа! Извини, дорогая, мы дальше. Так, слышны хрюканья. Хрюканья — это гоблины, гоблинцы. Наш заряд играет в футбол этим маленьким гоблином. Так, что тут? Корявые когти, как всегда. Так, а что в этом сундуке, который мы прошли? Кристаллы разлома забираем. Здесь трава усопшего, раз и два. Червей здесь уже нет.
как было ранее. Так, и поднимаемся в это окошко. Стоп. Там полно воды, поэтому надо нам заменить одно колечко на кольцо сухости. А чтоб фонарь не потух в неподходящий момент. Так, и... Тут собрание какое-то идет. Мы вырываемся прямо на это собрание и всех убиваем. Осталось проверить все сундуки, которые находятся на этом этаже. Пыль ностальгии мы не берем. А что здесь? Здесь у нас плащ алхимика. Ну ладно, возьмем. Камень телепортации всегда нужен. И... камень здоровья. Ну ладно. Заберем. Вот жадность таки, а. На всякий случай повышаем нашу магию, потому что может там остаться еще не один маленький этот гномик, злобный, противный, который постоянно нас пытаются заколдовать. И смело вперед. Так, в этой комнатке их нет. Идем дальше. Запускаем проверочный залп. Молчание. Яд нам не нужен. Громовержец. Ну, здесь, конечно, и слевший этот. А здесь все-таки есть. Вот они. Ох, их сколько. Спустились. Команда для встречи. Да, хороший меч, хороший. Правда, ингредиенты для его улучшения не совсем обычные. И необходимо пройти определенные квесты для того, чтобы улучшить этот меч. Проверим второй этаж. Разбросали свои когти, где попало. Так, ветвистые края, конечно, уже для нас не актуальный лук, но на продажу все сгодится. И камень телепортации. Так, на самый верх мы не будем подниматься. Там нас ждут, но с другой стороны мы зайдем. Безделушка. Тяжелая она, конечно. Ну что, повоюем. Посмотрим, кто здесь живет.
Судя по всему, петуха большого уже нет. Это такие два кровожадных циклопика. Ну, кроме них нам теперь никто не мешает, поэтому мы пробежимся по нашим... Оп. Две подружки решили нас встретить. Ну да, ну да. Вот так, получи. И еще одна сирена где-то шелестит крыльями над головой. Вот она. Вот она. Так, перепонку забираем. И остается два другана, которые по всей локации ищут камни и швыряют в нас. Так посмотришь, камней вроде нет, но они их как-то находят. Выковыривают. Вот так, получи. Прямо нам по голове. А мы тут грибочек пока еще один. Ну, немножко восстановимся. Так, ну, вроде бы все мы в основном собрали. Пойдем на второй этаж. Посмотрим. Посмотрим сейчас, кто здесь живет. На всякий случай могут быть разные сюрпризы. Ну, пока тихо. Вот здесь голем только, но и сразу же нам подарок. Как вы уже прекрасно знаете, эти звуки говорят о том, что нас посетили гармы, и не одни. Да. Окружили нас. Единственное спасение — это вот устоять на голове этого льва. И при этом активно с ними бороться. Стараться как можно позже разбудить этого голема, но уже нам это удалось. Голем проснулся и готов к сражению с нами. Так, вот, и мы уже получаем плюху. Ах ты ж паршивец такой, а! Даже не дал пособирать наш законный лут. Начал нас обстреливать, ну. Подожди немного, дай собрать. А он дерется. Так, еще где-то здесь вот мелькает. Мелькает, но найти сходу не могу. Вот он, да. Все. Ну, голем, погоди. Сейчас мы с тобой займемся.
Все твои эти магические кругляшки подбиваем. Видишь, какой? Так, чего там у тебя на голове растет? Показывай. Вот так. Ага, замер. Он впал в какой-то транс. Такой вот транс онемения. Окаменение. Так. И еще один вон кругляшок на ноге растет. Иди сюда. Все. А мог бы спокойно себе лежать. Мы б тебя, может, и не тронули. Так нет. Начал воевать. Все. Идем дальше. Травушку-муравушку соберем. И это заберем. Ну и все сундуки проверим. Что где лежит. Правильно, неправильно. Оп, чуть не проскочили, забрали. Зелье грез полетов. Неплохая штука, конечно, помогает быстро бегать тяжело нагруженному. Здесь вон еще один притаился дружочек. Вот, хорошее дело. Хорошая тема. Безделушка с острова номер 2. А что ты его берешь? Вот именно. Взял посох и расколотил. Кластер разлома. Вот уже более 5 миллионов нам удалось собрать кристаллов разлома. Безделушка с острова номер 2. Везет, пока нам везет. Так, глядишь, и колечко, которое нам нужно, мы наконец-то очистим. А вот там внизу бродят наши два голема. Все нас ищут, ищут. Так, вот мы уже наложили ослабление. Как вы помните, этот ржавый посох, как и все ржавое оружие, накладывает яд и накладывает оцепенение. Противник начинает отравливаться и еле-еле медленно передвигаться. Как будто на ноги им такие гири повесили. Но они по-прежнему находят какие-то камни и швыряют их. Ну, наша задача убить их почти одновременно, для того, чтобы не пропал лут с первого убиенного, так как второй нам не даст его собрать просто так. Да и не хотелось бы опять попадать под оплеуху, поэтому мы то одного, то другого, то одного, то другого.
торопиться особо некуда, поэтому мы... Ох! Не заметил я, что выносливость-то пропала. Была вся исчерпана. Вот вам пример нашей невнимательности, бесконтрольности. Так, первый пал. Ну и второй. Пора уже. Вот и второй. Идем, конечно же, сначала к первому, который был убит, пока лут не исчез. А теперь и второму. Ну вот, можно сказать, со стопроцентной уверенностью, что мы здесь эти локации почистили все, что можно. Ну и продвигаемся дальше. В следующей локации живет Барач. Мы обязательно к нему заглянем. Ну и кроме того, здесь стали уже появляться также монстры, которых раньше не было. Вон дружочек уже спешит к нам навстречу. Один, второй. Так. Ну это ящеры. Лута с них, конечно же, не очень много, но есть. Даже большую рыбу не успел доесть, и мы ее забрали. Восстанавливать выносливость она хорошо может, поэтому мы не брезгуем этим. Шипы гигантских ящеров. Все берем. Ну и, конечно, не забываем про сундучки, которые вот спрятаны за этими ящиками. Ну как же без него, как же без этого червяка, как он долго нас ждал, паршивец. Так, здесь забираем только грибочки, дальше мы пойдем после встречи с Барачем и обновления нашего рюкзака. Потому что дальше будет немножко сложней. Ну, панацея это всегда нужно. Безделушка с острова номер 3. Обалдеть. Очень редкая здесь вещь в этих сундуках. Эх, как приятно покупаться в такой воде волшебной святой. Камень, проверяем доску. Берем мы это. Это все потом будем выполнять после даймона 2. А пока вот набираем бомбочек наших. Сувенир.
guess if you've the wallaby. Wallaby. Wallaby then. Wallaby. It no. You can be my heart. If you've the need, I'm the wallaby then. Wallaby then. Wallaby then. If no dying now. The wanderer. If you've the need, I'm wallaby. Wallaby, if no. Последнее купание в этом видео. И вперед. Пытаемся проскочить мимо. Неохота связываться. Ну, конечно, конечно. Выскочил из-за засады. Это Минотавр. О, а тут их немерено. Да дайте отдышаться-то хоть. А вот получите. За то, как встретили, так и мы вам сейчас отплатим. А дали бы пробежаться, все бы живы были. Так, ну надо как-то восстановиться. Да, неожиданно не повезло. Вот оружие с острова номер 2. У нас запросто просто так лежит в сундуке. Бери не хочу. Вот дожили мы до каких времен. Безделушка. Здесь, выполняя акробатические элементы, мы проверяем эту сточную трубу. Огромная вонючая рыба пойдет на наше лекарство.
Так, хорошая вещь. Здесь прячется еще один сундук. Бывает часто в нем сюрпризы. О, ну, как только не успею сказать, все. Как будто слышат, ну. Так, здесь мы должны отдышаться и все, что нужно сделать, это восстановить здоровье. Выносливость у нас в норме. Ну, с Богом. Злой глаз ждет нас. Да, играет торжественная музыка, нас готовы встречать. А мы тут пока грибочки пособираем. Кое-кого убьем, и нас подпалят. Не без этого. Так. Чуть не достал нас. Не успели мы отвернуться, но да ладно, у нас есть хорошее лекарство по имени Панацея, которое все лечит. Этих пентаклей становится все больше и больше. Так, вот, наконец, мы получаем возможность расквитаться с этим глазом. Вот и все. Был глаз и нет глаза. Ну а теперь наша главная задача — ничего не пропустить и собрать весь лут, который здесь лежит. Это нам глаз подарил. А теперь все, что здесь растет. Ну и, конечно же, вот этот кварц колдуна, который оставляет пентакли в определенной ситуации, его не так просто потом добывать. Поэтому мы возвращаемся к началу в надежде найти еще этот кварц. Но, кажется, нам не везет. Ну и ладно. Начнем сбор лута вот с этих ящиков.
Эти грибы, как я говорил уже, по соотношению цена-качество одни из лучших в игре. Сморчок-теневик. Этими каплями избавления никогда не пользуюсь, я как-то не вижу в этом особой необходимости. Так же, как и ароматными духами. Можно было не брать, но уже так машинально. Вот сжиженная выносливость нам всегда нужна. Ясновид это так себе. Ну и глянем, что внизу тут растет и спрятано. Ну и теперь, конечно, после первого убийства Даймона в этой локации глаз после восстановления локации также восстанавливается, поэтому те, кто хочет с ним повстречаться еще раз, а может быть и не раз, и не два, могут смело приходить, чай с ним попить, может покрепче что-то. Он всегда вас будет здесь ждать. И, я думаю, будет всегда рад приятному собеседнику. Так, последние цветочки. И глянем теперь, что в этой аллейке, начиная с этих двух сундуков. Возможно, я на канале выложу еще один коротенький видеофильм о другом методе борьбы с этим злобным глазом, отличном от того, что вы только что видели. Кровоусопшего. Барыч вон стоит, ну да ладно, мы к тебе другому придем. Ты теперь у нас везде, Барыч. И открываем этот проход. Вот видите, решетка опущена, и мы ее поднимаем. Вот с этого момента эта решетка уже никогда не будет опускаться. Она будет всегда открыта, поднята.
This, if you've the need, I will be. Все лишнее в хранилище. Все лишнее в хранилище. В следующей серии, я думаю, мы пойдем дальше открывать второй проход. Там, где живет наш темный епископ. А потом уже и к Даймону. Will it be then? Will it be? If no, Так, кажется, приготовления все сделаны. К лавке. Контрольное сохранение. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Кому понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий.